Доброе стамбульское утро. Давайте посмотрим, что у нас за окном. Вот так это все выглядит в окне. Мечеть, горы. Вот такой вот Стамбул с утра. Идем на завтрак. Доброе утро. Доброе утро, страна. Всем еще раз доброе утро, всем привет. Вышли из отеля прекрасным ранним стамбульским утром и идем изучать одноименный город. Вот с нами тут Собакевич, хочет показать нам дорогу. Так сказать, готов работать гидом за еду. Ну давай рассказывай, показывай, что тут у вас, какие дела? А? Через 3 часа у нас обед. Не успел еще завтрак улечься, а уже обед. Как известно, в Турции произошло сильнейшее разрушительное землетрясение на днях. Вот мы видим все турецкие флаги. Там, здесь. Они все приспущены. В Турции 7-дневный траур сейчас. Ну а мы идем дальше. Задача сейчас найти банк, хотя сегодня выходной, но хотя бы банкомат и попробовать разменять деньги, чтобы у нас были наличные лиры. А дальше жить будет уже легче. Вот так вот, прогуливаясь по Стамбулу, мы незаметно для себя образом оказываемся на улице Вахжанова в Твери. Потому что здесь заправка Лукойл. Так вот мы ее проходим. Вот такие вот цены на топливо за моей спиной. Ну и вот такая вот заправочная станция Лукойл в Стамбуле. Понимаю, вот здесь узкий тротуар, там меньше метра. Но вот мы идем дальше. А здесь-то как идти? Здесь как идти? Кто знает, пишите в комментариях. Кому нужен такой тротуар? Кто знает? Такой ширины. Да, и, наверное, люди здесь про красные линии, про какие-то вообще не слышали никогда. Вот так вот прогуливаемся. И перед нами открывается вид на порт, находящийся на Мраморном море в Стамбуле. Такой вот порт и Мраморное море. И куча вот чаек мы видим там. Они кружат там в поисках своей добычи. Мы сделали карту UnionPay Газпромбанка, но это не реклама. Сейчас попробуем купить колу за 18 турецких лир. Посмотрим, как это произойдет. Карта UnionPay. Вот. Ну все, мы оплатили UnionPay, все работает. Вот выходит чек. Сплатились UnionPay, Газпромбанковским, российским. Купили Кока-Колу. И ощущение. Освежает. Но вкус-то тот. Вкус тот. Но не тот, который у нас. Так, идешь по тротуару так. Бах. Упал и дальше пошел. Сейчас попробуем снять денежку в банкомате. Как посмотрим, работает, не работает. А еще нам наши друзья дали карту Зираат банка. Зираат Катилым банка. А где-то просто Зираат. Сейчас посмотрим, будет ли сниматься комиссия. Но мы уже проверили. Комиссия не снимается. То есть Зираат Катилым — это получается дочка вот этого Зираата. И поэтому, по сути, система одна, и комиссия у нас не снимается. Сейчас посмотрим, как это делается. Во-первых, здесь в банкомате можно поставить все на русский язык. Есть русское меню. Вот, Other Language. Выбираем, соответственно, русский. Нажимаем ОК. Снятие наличных. 500. Заодно посмотрим, 1000 у нас зашла тогда или нет. Мы переводили через Золотую Корону 1000 лир. И эта 1000 лир попала нам на эту карту. Сейчас две хорошие новости. Первая хорошая новость — это то, что Газпромбанковский UnionPay здесь работает без проблем. В обычном там ларьке расплатились мы
Купили Кока-Колу. Посмотрим, правда, сколько она нам обошлась. Она стоила 18 турецких лир. Придем, подключимся к интернету, посмотрим, сколько это вышло нам в рублях, по какому курсу снимается, и чтобы нам примерно просчитать целесообразность вообще использования этой карты Газпромбанковской. Но это первая новость. А вторая новость. Мы сумели снять деньги без комиссии с карты Зираат Кытылым. Нам дали наши друзья вот, в банкомате обычного Зираатбанка. То есть, в принципе, то же самое. Все снимается и все работает. Также мы не могли найти эту информацию у нас в интернете. Гуглили, смотрели. Достоверного ничего не нашли. Сейчас сами все и проверили. Такие прикольные здесь спуски. Если посмотреть вот туда, можно перейти. Офигенно. Почти, я не знаю, сколько здесь. Но не 90 градусов. Но практически уже требуется, наверное, какое-то альпинистское снаряжение здесь, чтобы спускаться вниз. И я боюсь даже подумать, как мы будем подниматься назад здесь. Такой утренний фитнес. Какой угол наклона дороги. А если здесь еще будет зима и обледенение, то здесь можно кататься на тюбингах и вылетать прямо в Мраморное море, получается. Здесь. Находимся уже внизу, спустились. И вот такой вот сумасшедший подъем. Ну, на механике еще да. А вот на автомате, ну, я еще раз говорю, если чуть-чуть обледенеет, чуть-чуть, это, конечно, безумно сложно подняться по обычной городской улице вверх. Ходим по каким-то таким вот закоулкам, подворотням, настоящим таким вот не туристическим местам, да, это 100%. Я напомню, это самая дальняя часть Стамбула, уже практически окончание этого города, уже конец азиатской части. Я понимаю, ливневка, система ливневой канализации. Вот это да. Целые реки сточных вод. И все это идет куда, как вы думаете? Давайте, оставляйте в комментариях, но я скажу. Вот там вот находится Мраморное море. Вот прям там метров, наверное, 300 отсюда. Может быть, 200. Практически вот уже краны стоят, это порт там. Целый выносной шатер магазина LC Waikiki. Это вам не хухры-мухры. Аквариум в торговом центре Метрополис. А здесь целый большой желтый шатер. У меня такое ощущение, что это какие-то дисконт-центры Waikiki. Потому что, не может быть в таком шатре, в котором у нас в Леруа Мерлене продают стройматериалы, товары для сада, что-то дорогое. То есть, явно это не бутик, поэтому зайдем, посмотрим цены. И, может быть, что-то купим. Нормально. Вайкики прям на асфальте. Вся одежда. Но цены, например, получается сколько у нас? 159, 160 на 4. То есть, где-то сколько? 520 рублей, да? 520 рублей штаны. Тоже джинсы. То же самое. Цены, вон они одинаковые, все одни и те же тут. Куча штанов. А? Черенькие. Ну да, прикольные. Моя сеточка. Сколько стоит? 120. Ну да, 133, да, получается. Вот. 133 на 3,8 умножаем. 400 там, да, 50 рублей, штаны. Ну да, это, походу, такой дисконт-бутик. Прям на парковке. Офигенно. Настроение просто огонь. Огонь. Пока все идет вообще лучше не придумаешь. Даже с учетом вчерашних наших перипетий с перелетами, с аэропортами, пока что все, что не делается, все к лучшему. Сейчас идем в торговый центр. У нас осталось на сегодня, как говорится, из таких непонятных и важных моментов, которые тоже мы для себя должны прояснить, это приобретение турецкой сим-карты. Во-первых, для интернета, а во-вторых, для того, чтобы у нас худо-бедная связь была и навигатор. Потому что все-таки офлайн мы видим, но чтобы офлайн сделать маршрут, что-то он не особо хочет в офлайне нам создавать. То есть из точки А в точку Б Google карты не очень создают. Да, мы видим карту, мы видим, где мы движемся, то есть геопозиционирование делается, но маршрут почему-то не устраивается. Поэтому, думаю, надо сейчас возьмем сим-карту, сейчас посмотрим, какие тарифы. Большой торговый центр, думаю, здесь все будут представленные операторы, должны быть 100%. Starbucks. Но мы у него не заходим, проходим мимо и заходим в торговый центр Неомарин. Посмотрим, что здесь.
Красавчик. Красавчик. Так, так. Ну а здесь кола 17,75. Ну, в принципе, мы купили за 18, в принципе. А, ну вот они, да. Такие цены. Это было 40, это 54. Местный магазин. Редиска. Редис, смотрите, какая редиска. Можно достать. Вот такая вот редиска. Вот ладонь. И вот она, Это салат. редиска. Одна редиска на один салат. Блин. Вот там вот стоит знак «Проезд запрещен», то есть по-русски кирпич. И чтобы усилить эту ситуацию, все, здесь стоит искусственная неровность такая, лежачий полицейский. И шипы направлены в ту сторону, то есть сразу пробивают колеса. То есть если этот кирпич проехал, тут уже никакие 5000 рублей, ну, нету речи, а сразу пробивают колеса. А если вот с этой стороны едет, как положено, как вот эта машина проехала, то эти шипы сглаживаются, прогибаются под весом автомобиля. Прикольно. То есть сразу поехал под кирпич, пробил 4 колеса, ну и красавчик, сам виноват. А с этой стороны уже нормально проезжаешь. Вот она, профилактика в действии. Пару слов про сотовую связь. Как я уже говорил, мы хотели приобрести сим-карту, чтобы быть независимыми и по интернету, и по сотовой связи, и по социальным сетям, по мессенджерам. Но получается такой небольшой фейл, как раз ложка дегтя в бочку меда с сегодняшнего дня. Почему? Потому что зашли и в Turkcell, и в Turkcell, и минимальный пакет, который они могут предложить для иностранных граждан, то есть для нас, стоит 1000 лир в Turkcell и 800 лир в Turkcell. За эти деньги они предоставляют 20 гигабайт интернета. То есть это самый минимальный тариф, который может быть, который они могут предложить для иностранцев. Притом у них на их информационных досках, получается, можно купить за 79 лир 5 гигабайт, 1000 минут, там что-то 250 смс пакет. И это действительно приемлемо, за 79 лир всего лишь. Но нет, нельзя, не продают, потому что это все для граждан Турции только исключительно. Вчера в Duty Free цены в 2 раза различаются от ЕАЭС и иные граждане. И в Турции тоже для турецких граждан одна цена 320 рублей за пакет, а для иностранцев получается уже в районе, ну, грубо, от 3500 уже пакет стоит. Представляете, в 10 раз. В 10 раз разница. Вот так вот. Но сейчас посмотрим, может быть, какие-нибудь будут мелкие лавочки, и там сможем договориться все-таки по нормальной цене, конечно. Потому что на 2 дня покупать за 3500 20 гигабайт, ну, это точно нам не надо это. Вот поэтому будем сейчас смотреть. Вот так работает САХ. Вот взял парень контейнер вот с этого, мусор, и на себе тащит этот контейнер к следующему ящику. Турецкий вариант мусоровоза. А все у нас говорят, что плохо живут. Там старые машины, не хватает бензина. Вот парень пешком собирает по встречке собирает евроконтейнеры и на себе таскает это все до свалки. Как вот здесь вот идти на повороте, где вылетают машины, как вот здесь проходить? Вообще непонятно, нифига. Вот мы дошли до Мраморного моря. Такой вот пляж, если его можно так назвать. Срачевник. Стоят военные корабли натовские, обычные корабли. Ну, такая портовая движуха.
За моей спиной отель Holiday Inn. Это парковка. Ну а если прокрутить камеру, вот он берег Мраморного моря. Прозрачнейшая водичка. Ну и, конечно же, с учетом температуры воздуха и времени года, она ледяная. Вода ледяная. Так, трогаем водичку Мраморного моря. Холодная, ледяная? Что, можно потрогать воду Мраморного моря? Да, просто как в проруби, в какой-то купели, реально. Реально нереально. Вообще ледяная. Даже в Волге, по-моему, у нас весной не такая ледяная вода, как сейчас здесь. Пошли. На пирсе висит знак «Купаться и прыгать запрещено», но мы все-таки попробуем зайти на пирс и прогуляться по пирсу на берегу Мраморного моря. Да, конечно, водичка прозрачная, не перестаю удивляться. Вот. Мы возвращаемся в наш отель. Изучили стамбульский микрорайон Тузла. Потратили 3 часа, прошли 10 километров за это время. Сейчас у нас обед. И после обеда задача купить и пополнить транспортную карту Istanbul-Card. Я не пойму, это что, это помидоры высушили? Да, вкусно, кисленько. Ну, то есть помидорный суп, томатный. Томатный, да, наверное, томатный. Как всегда, для детей. Перемолото, все. Зубы можно не вставлять. Такой томатный супешник. Вкусный, острый, хороший. Вкусненький. Говядина? Да. Говядина. Вкусно. Картошка, наверное, как на родине. С турецким привкусом. Вот наш обед. Вкусное мяско. Картошечка по-деревенски. И рис. Такая интересная структура мяса. Такой прям волокнами. Приятный десерт. Товарищи, это же целый бульбу. А вот это. Ну как? Феерично. Очень вкусно. Ты сейчас сам попробуешь. Такие вот маленькие вкусняшки. Сладенькие, медовые. По форме напоминают инжир. Но, судя по всему, внутри здесь тоже Орехи. нечто похожее. Орехи там. Да, и орешечки грецкие такие прям. Просто фантастика. Просто фантастика. Шагов попадет. Я даже так сделаю. Ну а пока мы прогуливаемся по Стамбулу, по территории Тузлинского
муниципального округа. Кстати говоря, за моей спиной администрация муниципального района Тузла, города Стамбул. Я хотел бы рассказать, что у нас произошло вчера. Очень много обрывочной информации. И я хочу ее сейчас вот собрать воедино и все-таки рассказать, как мы оказались сегодня в Стамбуле, как мы оказались в этой прекрасной гостинице с завтраком, обедом и будущим ужином. И куда же делся у нас Египет сегодня? Вчера по плану в 14:45 у нас должен был быть рейс из Санкт-Петербурга, из Пулково в Стамбул. Мы туда должны были прилететь в 18:35, а в 23 часа ровно у нас должен был быть вылет этой же авиакомпании Pegasus Airlines, вылет в Хургаду. И в Хургаду мы должны прилететь были в 00:40. Но в 11 где-то утра началась сильнейшая метель. Все замело, и аэропорт Пулково просто не пустил самолет Pegasus Airlines в свою воздушную гавань. И самолету пришлось улететь в аэропорт Внуково. Там он переждал метель. У нас постоянно переносились вылеты. И переносились до того, что мы вылетели в районе 8 часов вечера. Ну и, соответственно, на рейс в 23 часа, который должен был быть стыковочный из уже непосредственно Стамбула в Хургаду, естественно, мы не попали. Ну а далее Pegasus Airlines, как очень порядочная компания, большое ей спасибо на самом деле, сделала трансфер до отеля, заказала забронированный для нас отель с завтраком, с обедом, с ужином, дала всем индивидуальные номера, заселили и перенесли рейс, соответственно, на сутки. То есть мы летим тем же самолетом, то есть номер рейса такой же. Правда, он летит один раз в сутки из Стамбула в Хургаду, 23 часа. И, соответственно, у нас получилось так, что ровно сутки, с 23, получается, практически до 23, мы проводим время в Стамбуле. В связи с этой ситуацией у нас бронь в отеле в Хургаде растворилась. Мы туда не заселились. Одни сутки в Хургаде у нас пропали. Но при этом мы отель не оплачивали. А бронь осуществлялась на честном слове под штрафные санкции в случае неотмены за сутки. Но в итоге мы туда написали. Вчера я объяснил ситуацию, что не по нашим причинам отменили рейс из Стамбула в Хургаду, и отель пошел нам навстречу, никакие штрафные санкции на нас не наложил. Но давайте будем откровенны, он бы и не смог этого сделать, потому что для брони отеля использовалась российская карта Visa. Но она, естественно, не действует на территории ни одной страны, кроме России, поэтому при всем желании они бы не смогли списать с этой карты Visa никакие штрафные санкции. Но с точки зрения честности, и порядочности, соответственно, я, конечно, написал им, попросил отменить и не вводить никакие штрафы. И они пошли на это, тоже молодцы египтяне. Мне прислали письмо о том, что они отменили бронь и никакие штрафные санкции в отношении меня не ввели. Это очень хорошо, очень правильно и порядочно с моей стороны, и с их стороны также. Таким образом, мы сэкономили на стоимости одной ночи в Хургаде. Это $60.42. И эти высвободившиеся деньги мы можем потратить на другие развлечения в ходе нашего путешествия. Может быть, мы в Дубае все-таки поднимемся на смотровую площадку Бурдж-Халифы. Посмотрим. Еще раз огромное спасибо Pegasus Airlines за понимание и действительно за порядочность. Оказалась очень порядочная организация. Ну и по большому счету мы так прикинули. Мы заплатили за билеты на двоих с перелетом из Пулково в Стамбул, из Стамбула в Хургаду 15 200. То есть, по большому счету, по $100. Вот. Нам предоставили здесь, в Стамбуле, в связи с этой ситуацией, в Стамбуле каждому по номеру. Обеспечили завтраком, обедом и ужином. Номер в отеле стоит 69 евро. Мы посмотрели. Только завтрак в этом отеле стоит 12 евро. Соответственно, плюс обед и плюс ужин. Ну и где-то так и есть. То есть по сотке каждому набегает с заселением в этот отель. Ну и таким образом, фактически у нас получается перелет бесплатно. Pegasus Airlines пошла на экономические издержки, заселив нас в отель. И сделал наш перелет из Петербурга в Стамбул, из Стамбула в Хургаду для нас фактически бесплатным. Мы спускаемся на линию Мармарай. И сейчас здесь на станции попробуем купить Istanbul Card. Станция, есть лифт для маломобильных граждан. Сейчас попробуем, получится у нас купить или нет. Не может быть, конечно, в нашей поездке все идеально.
Сейчас на станции Мармарай покупали Istanbul карты себе. Стоимость одной пустой составляет 50 турецких лир. Одну купили нормально, все без проблем. 50 заплатили, карточка вылетела, все супер. Начали покупать вторую, 50 лир закинули. Компьютер говорит, что привет, все, ошибка. И деньги не возвращаются. Подошли... No money, no honey. No money, no honey. Подошли к охраннику полицейскому. Он говорит, что ничем помочь. Он может нас пропустить, но карточку и деньги, соответственно, он не может ни сделать, ни вернуть деньги. Поэтому пришлось... полтинники мы все истратили. Пришлось закидывать соточку. На 50 покупать карту. И 50 у меня теперь на счете. То есть мне этих денег теперь здесь хватит кататься. И на эту поездку. И на несколько следующих, судя по всему. Вот. Так что 50 турецких лир, 200 рублей ушли в фонд станции метро Мармарай. Обидно, досадно, но ладно. Автомат не просто сожрал 50 лир, он, конечно, выдал вот такой чек с номером 153. Нужно на него позвонить, сказать, во сколько и когда была транзакция, продиктовать номер карты. И по идее 50 лир должны вернуться на эту карту. Но надо, во-первых, найти карту турецкую, а во-вторых, попытаться объяснить на турецком языке на номере 153, что мы вообще хотим. Вот это будет самое сложное. Но мы попробуем сейчас на ресепшене в отеле попросить, чтобы они, объяснить им ситуацию, и попросить, чтобы они нам помогли и позвонили сами за нас. Ну и, возможно, на свои какие-то карты перевели, а нам бы уже налом, грубо говоря, отдали. Сейчас вот это будем мутить в отеле. Вот нам больше заняться нечем. Мы вот такой фигней занимаемся здесь. Вот такие вот улочки Стамбула в районе Тузлы. Кругом донары, шавухи, банки. Так, интересно погулять, конечно. Да, но сейчас мы все-таки ищем, хотим найти, где купить сим-карту. Чтобы уже, как говорится, Istanbul карту мы уже купили с приключениями. Теперь осталось купить сим-карты, и, в принципе, день будет сделан. В общем, прикол такой, что только сим-карта пустая стоит 2500 на наши рублей, плюс-минус, 2400. Просто пустая сим-карта, а дальше гигабайты. То есть сим-карта с 10 гигабайтами он предлагает за 750 лир. То есть умножаем на 4, получаем примерную стоимость. Но это, конечно, ужасно. Ужасно дорогая связь. Я думал, что в Дубае, что же тогда будет там? Да, беда. Ну ладно, значит, будем на Wi-Fi. Третий раз за сегодня идем мимо вот этого забора. И хотел рассказать, как очень круто сделать забор так, чтобы ничего за ним видно не было. И при этом он выглядел более-менее нормально. Потому что граффити на нем особо не нарисуешь. Дербанить, разрывать тоже такое покрытие не станешь. А с виду очень неплохо смотрится такая живая изгородь, как будто. Но это синтетика, естественно. Я думаю, уже понятно. Вот. И, в принципе, там не видно ничего за ним. А чем дальше отходим, тем круче и красивее смотрится, нарядней. Очень интересно. Задумка, идея, решение. Вот так это выглядит. Ну, нормально. Какая красота! Какая лепота! Вот оно! Зимнее, стамбульское, турецкое солнышко вышло. Уже можно снять шапку. Так, градусов 10 такое ощущение, что на солнце. Потому что уже, наверное, жарковато. Кайф. Красота. А? Смотри, это довольное лицо. Как темненько, хорошо как, а? Рома смотрит телевизор. И этот телевизор показывает жизнь. Вот такую похлебочку нам принесли на ужин. Сейчас попробуем. Ну да, такое харчо, облегченное харчо.
как было сказано ранее, для детей, поэтому Да. можно жевать. Да, все протерто. Челюсть можно не вставлять. Второе подошло. Такие вот шашлычки на спашках. Там ставить во рту. Ну, картошка понятно. Рис тоже понятно. В Стамбульском аэропорту Сабиха Гёчген прошли все чек-ины. И сейчас ищем свои ворота для вылета в Хургаду. Едем дальше. Через час 15 у нас рейс в Хургаду. Сидим в аэропорту Стамбула, ждем смиренно. Ну, наверное, через полчаса посадка, да. Идем на посадку. Улетаем из Стамбула в Хургаду. Вон Роман довольный. Полтинничек попал. Фига себе тут коридоры. А вот наш самолет стоит. На территории Африки находимся, в Египте. Приземлились.